Приветствую всех настоящих ценителей бокса. Сейчас 2019 год, и в этом видео мы попытаемся разобраться, каким станет бокс через 100 лет, аж в 2119 году. Я говорю при этом о профессиональном боксе. Почему вообще я задался таким вопросом? Ведь если оглянуться вокруг, то все меняется. Сравните, какие были машины 100 лет назад и какие они сейчас. То, что происходит в нашем мире 100 лет назад, об этом нельзя было даже, только фантасты, если писали. И вот уже сегодня все это есть. Также понятно, что и 100 лет от нынешнего времени мир будет совершенно другим, все поменяется. И меняется в том числе и спорт. Давайте вот возьмем бокс, например, каким был в 1919 году. В то время даже уже была видеосъемка, ведь мы можем даже посмотреть бои прошлого, посмотреть тренировки прошлого. И по сути мы видим, это уже бокс. Это не какие-то кулачные бои, а узнаваемая боксерская техника. Мы видим прямые удары, видим боковые удары снизу, видим джеб, то есть четко уже люди фехтуют джебом, они пытаются контролировать дистанцию, пытаются друг друга обыграть, уклоны, нырки, в той или иной степени все это присутствует. Но темп боя, он ниже, сама техника все же она похожа, она узнаваема, но она отличается. Количество весовых категорий тогда, 100 лет назад, было их всего 8, сейчас их 17. Зато там раундов, наоборот, было 15 в чемпионских боях. Сейчас их не больше 12, то есть 12. Жестокость была гораздо выше тогда. Если посмотреть записи прошлых лет, то как поднимаются по 10 раз спортсмены после нокдаунов, и там эти нокдауны, они по современным меркам это уже фактически нокауты. Сейчас ничего такого нет. Также раньше не было женского бокса. Он как бы формально был. Были случаи боев между женщинами в перчатках. Но на практике в США он был, конечно же, запрещен. То есть как-то систематически какого-то настоящего женского бокса не было. То есть вот сейчас изменения в боксе произошли очень большие. Резонно предположить, что они не остановятся. То есть и дальше они будут происходить. И сейчас мы будем идти по разным темам. Это правила бокса, поменяются они или нет, техника бокса, внешний вид боксеров, женский бокс. Я, например, думаю, что будут и поединки между женщинами и мужчинами проходить. Допинг в боксе, но об этом мы можем только фантазировать, потому что такая сейчас скорость прогресса просто немыслимая. Но на самом деле кое-что понять и кое-что предсказать можно уже сейчас. Ну что, поехали. Женский бокс. Какова ситуация с женским боксом в наше время? Во-первых, с 2012 года бокс женский официально включен в программу Олимпийских игр. То есть на данный момент есть олимпийские чемпионы по боксу девушки. Это говорит нам о том, что женский любительский, женский олимпийский бокс стремительно идет вверх и развивается. Профессиональный женский бокс, он и был неплохо развит, но сейчас мы все больше узнаем имена чемпионов девушек, мы все больше видим о них статей. Их гонорары пока еще небольшие в сравнении с мужчинами, но они тоже стремительно растут. Отдельно хотелось бы сказать о девушках-спортсменах в смешанных единоборствах, таких как UFC, например.
там они уже чуть ли не правят балом по популярности. И их гонорары часто больше, чем у мужчин, чемпионов. Например, один из недавних боев, это Крис Сайборг против Аманды Нунес. Я его смотрел, и, насколько я понимаю, огромное количество людей по всему миру посмотрел этот бой, потому что он интересен для общества. То есть к чему мы приходим? Что женские единоборства, женский бокс, они становятся все более востребованы в обществе. Но пока есть одна загвоздка. Все же тот уровень силы, тот уровень мастерства, тот уровень техники, который девушки показывают в боксе, я скажу прямо, на данный момент он принципиально похуже, чем у мужчин. С теми же званиями и в тех же весовых категориях. Надо это признать. Не валяй здесь дурака сегодня. Не делать вид, что девушки уже такие же или сильнее. Все же пока они слабее. Именно в наше время. Но интересно, какую мы видим тенденцию в том же Голливуде, например, в фильмах. Если раньше всегда была роль в тех же фильмах, да, а фильмы это отражение общества. Некий сильный мужчина, ковбой Джо, он всех расстрелял, всех победил и дальше празднует свою победу в окружении красоток. Привет. Привет. Можно войти? Конечно. Так было раньше, но сейчас, если мы обратимся к тому же кинематографу, идет отказ от роли сильного пола и слабого пола. По сути, даже с неким перебором, пока временным. То есть в боевых сценах обычно девушки сильнее мужчин, умнее мужчин. Они побеждают мужчин. Я знал, что ты меня не бросишь. Заткнись и беги. Мы это можем видеть своими глазами. То есть есть спрос на сильных девушек и на отказ от прежних ролей слабого женского пола некого и сильного мужского. Тише. Ладно, не надо. Я шучу, расслабься. То есть сам запрос общественный, он уже есть. А что это значит? Это значит, что рано или поздно встанет вопрос, а давайте будем устраивать бои между парнем и девушкой. Почему бы и нет на самом деле? Вот это поворот! Вот это поворот! Если это сделать сегодня, то я не верю в победу девушки так вот объективно, если без подкупа, ну на высоком уровне, при одинаковых званиях спортивных. Но в будущем я уверен, что в определенных весовых категориях, когда будут разрешены бои боксерские и бои в смешанных единоборствах между девушками и мужчинами, то есть будут бои без учета пола, то обязательно появится девушка, и даже не одна, которая в своем весе будет гонять всех мужчин и будет побеждать. Как других девушек, так и мужчин в своем весе. Сейчас это звучит немного невероятно, трудно в это поверить. Почему это произойдет? Ну, во-первых, тенденции вы сами видели, то есть мир к этому плавно идет. Начнем с того, что какие рождаются мальчики, как они одеваются, какие девочки, то есть некая такая происходит смена ролей. Но самое главное в другом, что технику девушки освоят без проблем, если есть спрос на их силу. Потому что такие виды спорта, как художественная гимнастика, такие виды искусства, как балет, там техника сложнейшая. И если их координация позволяет освоить художественную гимнастику или спортивную гимнастику, то бокс они также освоят. Главное, чтобы была мотивация, а она будет. Но у девушек есть недостаток. Это меньшая физическая сила все же
и меньше агрессия, и у них есть жирок на попе и груди, такова их генетика. Но в мире будущего, через 100 лет, и у меня тут никаких сомнений, что этих минусов у них не будет. Потому что уже сейчас, если мы посмотрим на некоторых чемпионок, ну, например, на Крис Сайборг, то мое оценочное суждение, я просто не верю, что она такая на своих природных женских гормонах. Я лично, может быть, я не прав, но я убежден, что она получает гормоны синтетические извне, и это сейчас нелегально. Но в будущем это будет все легально, потому что уже сейчас многие обеспеченные люди, кто хочет, мужчины пока, да, они садятся с возрастом, там, ну, после 40, допустим, на тестостеронозамещающую терапию, это выбор каждого, но у всего есть обратная сторона, у всего есть плата сегодня. Но в будущем гормональная терапия, она будет настолько эффективна и безопасна, что каждый, он сам выберет свой гормональный фон. То есть ты родился мужиком широкоплечим с бородой, а ты хочешь быть более там, утонченным, женственным, и ты сможешь быть таким без проблем. Просто будешь, ну, медицински все будет сделано как нужно, выберешь свой гормональный профиль. Девушка, она родилась там такой женственной, она хочет быть боссом, она хочет принимать решения, она хочет быть сильной. И без проблем она сумеет подкалывать себе тестостерон. Она это уже и сейчас сумеет сделать. Просто в будущем не будет последствий. Поэтому вот того преимущества, некого природного мышечного в первую очередь, у мужчин его не будет в мире будущего по сравнению с девушками. Поэтому мое предсказание, мое видение, что в ближайшие 100 лет, даже на самом деле и раньше, мое поколение это застанет при жизни, когда девушка появится, которая в боксе и тем более в смешанных единоборствах в своем весе, она будет побеждать как женщин, так и она будет чемпионом и среди мужчин тоже. То есть появятся поединки без учета пола. И в некоторых весах, особенно в легких, будут чемпионы женского пола. Так что, парни, готовьтесь. Наши дети, внуки, правнуки будут биты девушками. Спортивное долголетие. Сейчас спортсмены бьются, если в любительском боксе, то максимум до 35 лет. В 35 лет боксер-олимпиец, это уже глубокий старик. Его уже из сборной фактически со 100% гарантией убирают. В профессиональном боксе люди, кто-то чуть раньше уходит, кто-то чуть позже. Но реально граница это 40 лет. То есть 40 лет это время завершать карьеру уже с гарантией. Есть исключения. Бывает, что Пакьяо ему уже больше 40. Майвезер после 40 тоже провел какие-то бои, по сути, второстепенные. Например, Адонис Стивенсон, опять же, ему уже было больше 40, и он проиграл свой титул Александру Гвоздику. Но так или иначе, реальная цифра 40 лет. Я убежден, что через 100 лет человечество достаточно сильно изменится, и спортивная граница для боксеров будет равна 50. Почему? Есть много предпосылок, начиная от того, что бокс это достаточно техничный вид спорта. Это все же не 100-метровку бежать. Здесь очень важна техника. И с помощью техники можно компенсировать, скажем так, пускай не пиковую, но все же хорошую форму. Теперь, почему форма будет хорошая? Во-первых, медицина, уже понятно, что медицина она развивается, скорее всего будет разрешена терапия гормональная, да, то есть можно себе будет подкалывать там и тестостерон, и гормоны какие-то роста. Это все, в общем, уже детали, но ясно, куда движется медицина. Люди в более зрелом возрасте чувствуют себя все лучше. Я уж не говорю о том, что даже сейчас есть предвестники. В какой-то момент был Джо Форман,
Но это ладно, это исключение, это тяжелый вес. Потом Бернард Хопкинс недавно, в 52 года, он бился против Джо Смита и проиграл. Да, он проиграл, но это уже невероятно. И пока такие люди, как Бернард Хопкинс, это фактически инопланетяне, это люди из будущего. Но через 100 лет это уже не будет, это сейчас первопроходцы, но через 100 лет это не будет чем-то невероятным. Просто в норме, так же как сейчас все бьются до 40, также все будут биться условно до 50, если есть желание. Как определяется победитель поединка в наши дни? Если бой завершился нокаутом или техническим нокаутом, то ситуация предельно ясная. Один победитель, другой проигравший. Но если бой прошел всю дистанцию, то производят подсчет очков. Мы не будем сейчас подробно вникать в механику этого процесса. Есть трое судей, каждый из них в каждом отдельном раунде выносит свой отдельный вердикт. И по окончании боя это все учитывается должным образом. Но важно другое, что в каждом отдельном раунде мы должны понять, выиграл некий Джон или некий Смит. Для этого есть критерии. Критериев их очень много. Вплоть до контроля ринга, активность. Но главный критерий, основной, это, конечно же, удары. Это количество ударов, которое попал спортсмен по противнику, и это их качество. Качество это, конечно же, сила. И сила, опять же, не сама по себе сила удара, а та сила, которая передана оппоненту. Потому что удар может быть скользящий, удар может быть на излете, удар может быть в челюсть, например, действительно травмирующий, приносящий вред, а может быть удар в лоб. Все это учитывается. Но первый спорный момент возникает, когда некий там Иванов попал 10 джебов за раунд, а его оппонент Петров, он попал всего один раз кроссом. Преследовал Иванова, весь раунд преследовал и так хорошо попал, но всего разок. И уже спорно, кому отдавать, Иванову или Петрову. И мы приходим к тому, что неплохо было бы нам каким-то образом в бою измерять силу каждого удара. И самое что интересное, ведь технически это вполне возможно. Для этого всего-то нужно в перчатку. Вот у меня перчатка, она это тренировочная, не боевая, не для боев профессиональных, именно официальных, для тренировок она. Но в перчатку гипотетически можно в накладку, в переднюю часть вставить некий датчик, который будет при ударе вот это вот сминание подкладки измерять. Ну как вот такие, скажем, мини-весы что ли, да, вот как вы на весы становитесь, вес свой передаете. Тут также, то есть некий такой можно вставить некое устройство микроскопическое, которое будет проверять, насколько жесткий был удар. И, конечно, это не идеально, потому что, может быть, удар был по локтю или там по плечу. То есть, вроде этого недостаточно. Но это лишь начало пути. Начнем с того, что можно датчик, по сути, к голове прицепить. Как есть фитнес-браслеты, маленькие, ничего не весящие. Они измеряют, сколько вы шагов сделали за день, как вы ворочаетесь во сне. Такой же браслет можно тонкий, там, микро, и на голову, по сути, прицепить без проблем. И он будет измерять колебания головы. Возникает вопрос, а как определить, это было колебание дергания головы от удара, или это был, может быть, уклон, отклон, нырок? На самом деле все возможно. То есть, как вот современные смартфоны, они элементарно определяют
сколько вы сделали шагов за день. Как они это определяют? То есть, может быть, вы не шагали, и телефон ваш там колебался как-то в кармане, а может быть, вы в руках его теребили. Тем не менее, телефон, он умный. Есть специальные алгоритмы, то есть телефон, по факту, он без проблем все определяет. Также и сила удара, и это был удар по лбу, по челюсти или по локтю, было бы желание. Но по сути, технически мы уже вплотную подошли к моменту, когда мы могли бы онлайн в режиме реального времени без проблем определять силу ударов не только зрительно, субъективно, но и объективно в баллах, в цифрах, получать точный показатель. И представьте, как это было бы интересно. То есть, например, мы смотрим замедленные повторы. Вот, к примеру, там Сауль Альварес и Головкин бились в первом бою. Бывало, что в одном и том же раунде такие страшные удары друг по другу попадали. И мы могли бы видеть после раунда, что Головкин там, раз попал по Саулю удар, и он, там, не знаю, 600 неких там единиц, килограмм в секунду, там еще каких-то других. А Альварес его в отместку снизу поддел. И удара там, не знаю, 550. То есть, технически это все реально. И я это клоню к тому, что я предполагаю, в мире будущего, то есть через 100 лет так уж точно, конечно, это будет введено. И можно это вводить вообще очень жестко, вплоть до того, что искусственный интеллект, нейронные сети, без всяких судей, будут считать тоннаж, будут алгоритмы специальные, да, и по сути живые судьи вообще не потребуются. Но я думаю, будет что-то промежуточное. То есть подсчет будет в принципе старый, по тем же критериям, как и сейчас, дань традициям, но при этом, благодаря датчику в перчатке, а возможно и датчику, прикрепленному к голове спортсмена, ну куда-нибудь там, к затылку можно прикрепить, мы будем еще видеть и силу удара каждого отдельного. И это тоже будет учитываться. В наши дни очень модная тема – это искусственный интеллект и нейронные сети. Если говорить об искусственном интеллекте как о неком таком сверхкомпьютерном разуме, который непременно захватит человечество и который умнее людей по всем вопросам, я считаю, что это несколько преувеличено все и притянуто. Но те же нейросети, то есть, скажем так, компьютерный искусственный интеллект в некой узкой области натренированный, они работают уже сейчас. То есть на биржах, по сути, торгуют уже не люди, а по сути торгуют компьютерные программы под наблюдением людей. Это первое. Второе. Те же нейросети, они уже способны и музыку писать, и в социальных сетях они ищут людей по фотографии. Просто невероятно. Я лично вводил свою фотографию, когда я был подростком. И она меня среди десятков миллионов пользователей находит меня взрослого. Находит меня за 5 секунд. Да за какие 5? Вообще за секунду меня нашла. То есть она видит изменения моего лица. Она это все учитывает. То есть нейросети, компьютерный интеллект, за ними будущее. Они реально сильны в анализе. И я уверен, что через 100 лет, а на самом деле и раньше гораздо, они будут использоваться в боксе. Как это будет происходить? Вот вы используете нейросеть против своего противника. То есть что это будет? Он снимается на камеры высокой четкости во время любых своих боев. Дальше он для этой нейросети он становится некой моделью. То есть мы просто можем его разбить по точкам. Одна точка это кулак, другая локоть, плечо, там, кости, ноги, руки. В общем, по сути мы же состоим из костей, да, и эта нейросеть, она может каждого свести до вот этих вот костей или векторов движущихся.
И получается, можно методами компьютерными производить анализ противника. Причем анализ не только там, его стиля, какие он любит удары, а видеть его микроошибки, видеть его микропреимущества, измерить скорость. Допустим, что он бьет правой прямой за столько-то там миллисекунд, а ты за столько-то. И это компьютерное мышление, компьютерный анализ, я думаю, что он может дать большое преимущество. Начиная от того, что ты сумеешь лучше избрать стратегию, то есть анализ, ну буквально как на бирже, да, анализ стратегии, как лучше действовать против твоего оппонента. И заканчивая тем, что в будущем будут очень распространены шлемы виртуальной реальности, и спортсмен сумеет одеть такой шлем и проводить бой с тенью не просто, а как бы примиряясь к своему оппоненту. По сути, это будет как компьютерная игра. Он в виртуальной реальности, ну, в смысле, он в обычной реальности, но перед глазами у него будет противник, и он будет действовать именно так, как его настоящий оппонент. Это, конечно, будет отдельный бизнес, то есть боксеры будут приобретать продукты компьютерные или услуги специальных каких-то корпораций, которые будут анализировать их противников, и давать им рекомендации, и также позволять в шлемах виртуальной реальности тренироваться, не просто делая бой с тенью или работая на мешке, а это будет очень похоже на работу именно с твоим будущим противником, который правильно воссоздан, с его плюсами и минусами. Также искусственный интеллект, он позволит улучшить боксерскую технику. Потому что сейчас идет некий процесс упрощения техники. Многие тренеры говорят об этом, что боксеры, они больше не хотят боксировать как-то сложно, использовать сложные элементы, а они просто физически развиты, они сильно бьют и сидят за блоком. То есть бокс упрощается, много разговоров об этом. Но с другой стороны, компьютерный интеллект, он способен подмечать ошибки, и он будет способен провести анализ удара, как лучше, там, что лучше, например, при правом прямом, делать акцент на поворот пятки или на толчок мыском, да, и многие такие вот как бы неразрешимые моменты, опять же, при правом прямом, как правильно вращаться, вокруг позвоночника или вокруг левого плеча. Ну, в общем, очень много тонкостей, и использование искусственного интеллекта, оно будет способно найти истину в этих тонкостях. Более того, эта истина для каждого спортсмена с разной антропометрией, она может оказаться разная. Боксерский допинг через 100 лет. Каким он будет? Ну, во-первых, что мы имеем сейчас? Сейчас отдельных боксеров ловят на использовании запрещенных препаратов. После чего их сильно позорят, лишают титулов и берут штрафы. В то же время многие считают, что все чемпионы в той или иной степени используют допинг. Просто их не могут или не хотят в этом уличить. Что мы увидим через 100 лет? Ну, во-первых, медицина, она развивается очень стремительно, поэтому достоверно мы знать просто не можем. Но дальше я поделюсь своим личным мнением, предположениями, основанными на здравом смысле и, может быть, моих фантазиях. Ну что, поехали. Первое. Многое из того, что сегодня считается допингом, не будет считаться допингом больше и будет полностью разрешено. Например, гормоны, получаемые извне, такие как тестостерон и гормон роста. Я думаю, что их будут принимать не только спортсмены, но и обычные люди. Просто для повышения качества жизни. На самом деле, очень много слухов ходит о том, что артисты, спортсмены, публичные люди
колят себе гормон роста уже сегодня, просто чтобы выглядеть моложе и чувствовать себя моложе. А многие мужчины после 40, особенно у кого хорошо с деньгами, садятся на тестостеронозамещающую терапию и чувствуют себя классно. Но у всего этого есть, в наши дни, у всего этого есть и побочные эффекты. Так вот, в мире будущего эти побочные эффекты будут сведены просто фактически к нулю, и все люди, а спортсмены тем более, будут это использовать. Теперь стероиды. Чтобы вообще разобраться, будут ли они разрешены, нужно понять, что это. Если объяснять совсем кратко, то стероиды, они были придуманы, чтобы избавиться от побочных эффектов искусственного тестостерона. Если совсем грубо, как это работало? Некая девушка, допустим, пострадала при пожаре, она получила ожоги и переломы. Соответственно, если ей вколоть тестостерон, то восстановление ее мышц после переломов, ее реабилитация, ее заживление кожи, оно будет проходить гораздо быстрее. Но тестостерон, кроме вот этого эффекта, восстановления роста мышц, который называется анаболическим, он еще имеет эффект андрогенный. То есть это мужской гормон. И он тебя превращает в мужчину. Это хриплый голос вот такой. Это растет борода, меняются скулы, черты лица. То есть ты как оборотень меняешься прям, реально превращаешься в мужчину. И стероиды, то есть они были изобретены, это была такая штука, что у тебя все анаболические эффекты, вот эти вот мышечные восстановления, они сохраняются или даже еще увеличиваются по сравнению с тестостероном. А эффекты вот этой вот мужественности, да, маскулинности, они должны были быть сведены на нет. И в этом и суть стероидов. Поэтому, так как наука развивается, естественно, будут появляться новые стероиды, где еще меньше будут побочные эффекты. То есть все будет становиться только лучше и лучше. Поэтому я думаю, что стероиды тоже будут, ну, во всяком случае, многие из них легальны. И для спортсменов тоже. Теперь, что будет запрещено? Во-первых, я думаю, очень много будет вокруг коррекции генов, генетического допинга. Сможем ли мы присутствовать при начале новой эры спортсменов? Трансгенный суперспортсмен. Начиная от того, что взрослого человека можно модифицировать и изменить, и не нужно будет вообще там никакие гормоны извне. То есть сам по себе у него будет сухая мышечная масса, выносливость, ну и так далее. И, скорее всего, это будет преследоваться, хотя не факт. Далее, можно вообще-то и в утробе матери уже ребенка скорректировать вплоть до того, что а почему бы не сделать ему более длинные руки и непробиваемую голову, как у Сауля Альвареса, и скорость, как у Амира Хана, и реакцию, как у Майвезера. Это же все будет возможно. И это этический аспект. Много шансов, что он будет тоже запрещен. Но мне кажется, главное, вокруг чего будет плясать допинг в боксе, это стимуляторы. Это стимуляторы и антинокаут. То есть сейчас спортсмены, они отключаются от сильных ударов. Нокаут, в принципе, это во многом хорошо. То есть это защитная реакция организма. С помощью тех же стимуляторов, может быть, в будущем, с помощью какого-то оперативного вмешательства, да, или каких-то других снадобий, можно будет сделать так, что спортсмен будет оказываться в сознании, и он не будет нокаутирован. То есть, грубо говоря, это будет победа или смерть. И это будет преследоваться, это будет запрещено, потому что это будет то, что тебя не могут нокаутировать. Это будет давать реальное конкурентное преимущество. В то же время это будет давать реальный вред здоровью. Так как то бы ты отключился, будучи нокаутированным, а то ты получишь весь тоннаж ударов, и твой мозг, твое здоровье пострадает. Но спортсмены ради победы, они готовы пойти на все. Поэтому для них это, конечно, не помеха.
Теперь стимуляторы, отдельная тема. Во-первых, стимуляторы, они имеют эффект антинокаута. Просто по наблюдениям, да, люди даже сейчас под воздействием запрещенных наркотиков, некоторых стимулирующих, они отключаются гораздо меньше. Много есть об этом историй. Ему постоянно вкалывали кокаин, чтобы он оставался в сознании. Да. Также вообще новые синтетические стимуляторы, более совершенные, они появятся, и они помогут человеку невероятно включаться, невероятно анализировать все в боксе, невероятно быстро реагировать. Нервную свою систему разогнать до предела. И с одной стороны это будет давать плюсы большие, с другой стороны это истощает человека. То есть человек не рожден для работы на таких сверхоборотах. Поэтому это будет тоже запрещено, и с этим будет борьба. Давайте подведем итог. Я думаю, что основным допингом в будущем это будут вещества против нокаута, или любые действия по уменьшению вероятности нокаута тебя. И это будут стимуляторы, то есть будет эра стимуляторов. Также, что интересно, и, кстати, это украсит бокс, у спортсмена уже форма возрастет очень сильно. То есть сейчас все говорят: там Эрл Спенс, это невероятно. И Василий Ломаченко, как он двигается, как ему хватает выносливости, это невероятно. Также я ни в коем случае не умаляю их технику. Их техника, она реально крутая. Но в мире будущего у всех будут очень хорошие кондиции. Поэтому, мне кажется, бокс станет более подвижным. То есть темп бокса возрастет. И это повлияет на технику. То есть такие боксеры, как Флойд Майвезер, Василий Ломаченко, Рой Джонс, то есть очень подвижные люди, которые тратят много энергии, они будут в почете. И, соответственно, произойдет сдвиг техники в эту сторону. Благодаря увеличению кондиций. Настал черед подводить итоги видео. Для этого я выбрался на весеннюю, солнечную, свежую улицу. И уже в неформальной такой обстановке, с трясущейся камерой, точнее телефоном, хочу пару слов вам сказать. Поделился я с вами своими личными предсказаниями, своим каким-то видением. Что-то сбудется, что-то, наверное, не сбудется. Это нормально. Также о чем-то я говорить не стал. Например, понятно, что увеличится количество весовых категорий. Все к этому идет. Если сейчас их 17, то будет минимум 20, а не удивлюсь, если все 30 через 100 лет. Еще мы сейчас уже в наши дни видим тенденцию, что больше зарабатывает не тот, кто лучше боксирует, а кто более популярен, кто лучше представлен в социальных сетях. Естественно, дальше все это будет расти. Это просто уже отдельный разговор, отдельный целый пласт. Я думаю, будут забавные моменты, как сейчас нам показывают среди зрителей семьи боксеров сидят, их родственники, жены, мамы волнуются. В дальнейшем также будут сидеть их подписчики из Инстаграма, и прям будет написано: вот это Сэм, это подписчик номер 1 в Инстаграме, самый фанат, самый крутой. Вот много будет каких-то таких забавных моментов. Также мне было бы интересно почитать ваши комментарии. И обо всем не расскажешь, в одно видео все не вместишь. Вам всем желаю всего самого крутого. Всем счастливо. До новых встреч.